Здравствуйте и добро пожаловать в 5 минут с Екатериной. Сегодня мы с Юлей пришли к Роме в гости, и Рома делает нам мастер-класс по французским Дрезденским. По дрезденским немецким штолленам. Поэтому добро пожаловать и наслаждайтесь. Штоллен, по сути дела, это большой вкусный пряник. Пропитанный. Обязательно фрукты пропитываются алкоголем. В классическом рецепте используется немного компонентов. Используется только молоко, сливочное масло, мука, ром для пропитки сухофруктов, цукаты апельсиновые, лимонные, чисто для аромата. 2 килограмма только почти муки, это лучше вручную. Вот его структура будет вот такая. Тесто. И мы отложим чуть-чуть, дадим ему подойти. Разные пряничные приправы. Здесь у нас цедра лимона сушеная, сахар, корица, кардамон. Корица-кардамон ложится в немецкую выпечку традиционно. Еще тут немножко мяты придаст особый вкус. И гвоздика обязательно. В штолленах, как и в глинтвейн, как и в принципе, чуть-чуть гвоздички. Не полную. Ну, так как вообще для себя можно приготовить с килограмма муки. И тут фрукты. Это сухофрукты. Тут дыня, натуральная узбекская, засахаренная. Можно. Но это будет не дыня, это сушеная ананас с кольцами. Вот это дынька, да? Это манго сыровяленая, очень вкусная, ароматная. А вот это вот такая более рыжая вот дыня. Вот это дыня. Вот у нас есть тесто. Мы его вот так растягиваем. Вяленая манго и засахаренная ананас. Так, чтобы всем досталось готовых штолленных. А вот это вяленые фрукты, замоченные на ночь в роме. Тут есть. Вот примерно они почти все вмешались. Уже есть в каждом кусочке теста фрукты. Можно отложить. Как формируется. Раз. Вот так ее чуть внутрь. И 2. Вот такой вот получается, как буква С. А вот у тебя скалочка, чтобы это я люблю ручной труд. Да, Рома разрешил мне самой раскатать одну штуку. Не то, что я разрешил. Заставил. Так, надо научиться что-то мне делать. надо это раскатать, да? Да, раскатать толщиной в палец. Толщиной в твой или в мой палец? Ну давай сантиметр. Конечно, Сантиметр. мужской палец побольше. Так, катаем. Катай в овальной форме. В овальную, хорошо. Да. Как вот ты обычно катаешь Так, на любую... Не знаю, как оно получается, но... Получается. Теперь в ширину чуть-чуть. Так, теперь в ширину. Да. Все, отлично. А то прилипнет. Для этого силикон, видишь, не прилипает. Классно. Так, Чуть-чуть ножки. Да, руки себе мукой обсыпь. Вот у тебя остатки марципановой массы. Марципановая масса. Это миндаль, повторюсь, с сахаром, чуть-чуть муки. Ну, даже не сахар, а сахарная пудра. Это все, Сахар это последний пудра. марципан. Правильно? Да. Ее всю надо. Щедро все, делая из него колбаску. Так, побольше, наверное, муки. Да. Я делаю из этого марципана. Оно не сыпется. Оно пальцами не стесняется. Но липкая, это же конфета, по сути дела. Кстати, очень вкусная. Его покрывают шоколадом, он застывает потом. То есть это сюда входит миндаль. Сахарная пудра, можно чуть муки или крахмал, можно ничего не добавлять. А мы добавляли муку? Я чуть муки добавил, чтобы оно пропеклось и сформировалось. Потому что сырой марципан для конфет муку не добавляют. Просто больше миндальной массы, меньше сахара. Но это выпечка, можно не угадать. Я уже вроде бы весь наш марципан. Да, мы его и так дадим вкус.
вкусно. Хорошо, ладно. Вкусный мы оставляем марципан. Остатки сладкие, как говорится. И теперь... Колбаску не обязательно идеальную, главное, чтобы она равномерно распределилась по всей длине штуки. Распределяем это по шпонину. Нет, это еще пока Ты вот так сформируй, может, на... Ничего страшного, просто когда срезаешь, чтобы всем достался Ага, то есть это надо его чуть... марципанчик, да. Если его в красивую колбаску ровненькую вернуть, в разрезе будет такой... Так, красиво? Да. Теперь закладываешь тесто, пеленаешь. вот так. Вот так, да. Ну так, чтобы остался отворот такой. Мгм, так, И приминаешь плотненько, чтобы марципанчик завернулся. А теперь вот этот отворачиваешь назад, буква S. Теперь отворачиваем назад. Так. Все, запеленала. Это тоже ассоциируют с младенцем Христом, потому что это, Это рождественская. рождественский стол. Только на Рождество пекут. Ждут его целый год, поэтому продуктов не жалеют. Это самый вкусный кекс, который можно придумать. Мгм. Ну, у немцев, во всяком случае. Так, вот это он? Да, это Мне он. марципан мне кажется, Чуть-чуть тоже нравится. вылез, значит, его было много и не закрылось тестом. Тесто был отворот небольшой, ничего страшного. Он просто поджарится, будет хрустеть. Этот мы снимем. Мгм. Все готов. Формируешь плотненький, да, Ну, вот такой. первый в жизни штолен, сформированный, настоящий, дрезденский. Не французский, дрезденский, немецкий. Да, тут Кстати, если вы в Германии и смотрите нас сейчас, скажите, правда ли это немецкий штолен, напишите мне в комментариях. И если вы в какой-то другой стране, и у вас тоже есть штолены, тоже дайте нам знать, мы всегда с радостью это читаем. в другой стране повторяют за немцами, поэтому... Да, если у вас есть что-то похожее, может быть, на Рождество вы делаете какой-то другой, какую-то выпечку или другое блюдо. Пишите в комментариях. Да, спасибо. Так, мой Все, вот штолен. у нас опять. Ну, какой-то весь в муке. Ничего, мука впитается, У все нас хорошо. все 5 разных штоленов, но это мастер-класс, поэтому Да. какой-то из них немецкий. Мы нет, они все у нас по дрезденскому рецепту сделаны, просто разной формы. А это хорошо, потому что они ручной Так, и работы. теперь нам надо их будет взять в Да, духовку. нет, мы сейчас их оставим отдыхать часов на 5-6, они должны подойти. А в прохладном месте их оставляют на ночь и пекут утром. Ну, мы выпечем вечером, поэтому оставим при комнатной температуре часов на 5-6. И где-то встретимся через 6 часов, выпечем их. И Хорошо. вы увидите, какие они красивые уже в финале. Если мы не съедим их раньше. Ну, Но один точно попробуем. да, это, собственно, наш выпуск на сегодня. Спасибо большое, что смотрите. Не забывайте про ваши лайки, комментарии. И если вы можете, пожалуйста, поддержите канал на Патреоне. Ссылочка в описании. Спасибо, Рома, большое. И очень приятно. До встречи. До встречи. До свидания.